Что значит лучше, зависит от ваших целей. В данном случае я бы оставил несколько хороших берез. Это также может распределять риски. Если для ели рынок неблагоприятный, то, может быть, рынок для березы будет более прибыльным. Большая разница между предкоммерческой рубкой ухода и коммерческой в том, что теперь здесь возможно извлечь доход. И у нас есть руководство по рубкам ухода, которые выглядят вот так. Это довольно плодородный участок. Я полагаю, что к возрасту 80 лет он произведет около 800 кубометров на гектар. Лесной закон — это, так сказать, базовое регулирование, и оно дает лесовладельцам большую свободу. Так что мой совет, который может прозвучать немного глупо, просто не попадайте в такую ситуацию. Привет, друзья! Вы не раз просили и долго ждали, и, наконец, я сделала для вас материал про скандинавский опыт интенсивного выращивания лесов. Это будет обзор в формате интервью из леса, а за примерами мы с вами отправимся в леса Швеции, где такое хозяйство давно налажено и абсолютно преобладает. И, соответственно, здесь мы сможем посмотреть на весь лесоводственный цикл, от восстановления леса на вырубке до очередной финальной рубки и заготовки древесины. Остановимся на еле, как наиболее популярной культивируемой здесь породе. Прогуляемся по местным ельникам, посмотрим на разные стадии их выращивания и обсудим некоторые особенности такой модели обращения с лесами, ее возможности и ограничения. Подробнее о местных практиках поговорим с доцентом по лесоводству и бывшим преподавателем Шведского сельскохозяйственного университета Эриком Агестамом. Значительную часть жизни Эрик посвятил экспериментам и исследованиям методов интенсивного лесного хозяйства и подготовке новых лесных специалистов для Швеции и всего мира. Сейчас он на пенсии и любезно согласился показать и рассказать нашим зрителям, как современное интенсивное выращивание лесов в Швеции выглядит на практике. С вами снова Татьяна Хакимуллина, и мы начинаем. Скажу несколько слов о самой модели. Речь пойдет о сплошно-лесосечном хозяйстве, то есть о сплошных рубках и целенаправленном выращивании на их месте нового одновозрастного леса. Суть проста. Это получение максимальных объемов и доли качественной древесины на ограниченной площади за минимально возможный срок. И в большой степени это делается за счет эффективной системы рубок ухода. Часто, чтобы получить хорошую основу для выращивания, лес на вырубках сажают. Конечно, лесовосстановление может достигаться и без посадки, но во многих случаях посадка позволяет с большей надежностью получить равномерное возобновление целевых пород деревьев нужной густоты. И плюс это будут деревья из питомника с более хорошими наследственными свойствами, а это для интенсивного лесовыращивания важно. Поэтому к посадке прибегают в большинстве случаев. В этом видео мы не будем углубляться в объемные темы выращивания сеянцев и подготовки почвы и сразу перейдем к работе с древостоем. На ранних этапах молодым деревьям может понадобиться помощь, чтобы выиграть конкуренцию с травой и кустарниками. И, конечно, в этом случае конкурирующая растительность удаляется при помощи мотокустореза. Чуть позднее в ход идут рубки ухода за молодняками или предкоммерческие рубки, или разреживание – pre-commercial thinning, чтобы сформировать желаемую основу будущего леса. Они, как следует из названия, сами по себе дохода не приносят, это чистые затраты, но именно от них зависит дальнейшая доходность всего лесовыращивания. Еще позднее проводят уже коммерческие рубки ухода или разреживание – commercial thinning. И вот они уже источник первого дохода для лесовладельца. По сути своей это то, что у нас всегда называлось промежуточным пользованием лесом. И такие разреживания могут проводиться больше одного раза, пока насаждение не достигнет возраста рубки или пока собственник леса не посчитает нужным его срубить в более позднем возрасте. Ну и завершает этот цикл финальная сплошная рубка, при которой лесовладелец заготавливает древесину и получает свой основной доход. И дальше снова лесовосстановление, и пошло-поехало все заново. Отдельно скажу об особенностях перевода. Для рубок ухода в молодняках в фильме используется стандартный международный термин pre-commercial thinning. И во многих случаях в этом фильме он будет переведен почти дословно, как предкоммерческая рубка ухода или предкоммерческое разреживание.
Этот термин хоть и непривычен, но, на мой взгляд, он наилучшим образом отражает суть того, что имеется в виду. Еще в наших лесах есть четкое требование, что эти рубки должны проводиться по определенной логике. Сначала должно быть проведено так называемое осветление, при котором формируется состав древостоя. Желаемое оставляется, а нежелательное вырубается. А за ним следует прочистка, при которой упор делается уже на достижение оптимальной густоты оставшихся целевых пород. Но в Швеции ситуация другая, особенно в случае с елью. Так как сеянцы исходно стремятся сажать почти с той густотой, с которой древостой должен подойти уже к коммерческой рубке ухода, то делать две последовательные предкоммерческие рубки в молодняках часто просто нет необходимости. И часто в еловых молодняках проводится всего одна рубка ухода по логике осветления, чтобы просто удалить лишние ненужные породы. Либо по смешанной логике осветления и прочистки с удалением ненужных пород и разреживанием групп из целевых пород деревьев, если вдобавок к посаженному еще что-то насеялось само. Поэтому в фильме Эрик часто упоминает эти термины вместе: pre-commercial thinning – предкоммерческие рубки, и cleaning – по-нашему осветление. Но, конечно, рубок ухода в молодняках может быть и больше одной, и Эрик также об этом скажет дальше. Жестких правил, как и когда проводить предкоммерческие рубки ухода, здесь нет. Многие вещи носят рекомендательный характер. А главным мотиватором их делать служит не столько законодательство, сколько потенциальная прибыль в будущем. В целом, эта модель чаще всего про выращивание довольно примитивного по составу леса, состоящего из одной породы. Хотя о практике добавления других пород мы сегодня тоже немного поговорим. Кстати, интенсивную модель часто критикуют как раз за эту примитивность, за то, что она приводит к снижению биоразнообразия и сопряжена с большими рисками для здоровья и устойчивости лесов, и для почвенного плодородия. И часто критикуют справедливо. Но все-таки никто не отменяет тот факт, что людям нужна древесина. Мировые потребности в ней пока только растут, и так или иначе где-то ее нужно выращивать и заготавливать. И глобально интенсификация лесного хозяйства на отдельно взятых и подходящих для этого территориях и параллельное снижение эксплуатационной нагрузки на других, более ценных лесных территориях – это как раз тот подход, который имеет неплохие перспективы для наиболее эффективного сохранения мирового биоразнообразия. В целом, эта модель хозяйства трудозатратная, требует присутствия в лесу и вложения немалых усилий и средств. Но те условия, в которых она здесь реализована – плотная сеть дорог, мягкое законодательство, возможности промежуточного пользования лесом, то есть проведения рубок ухода и сбыта древесины, наличие локального спроса на древесину разных размеров и качества. Все это вполне позволяет этой модели быть прибыльной и очень популярной у местных лесоводов, как в частных, так и в государственных лесах. К слову, структура собственности на леса тоже оказывает сильное влияние на то, как организовано лесное хозяйство. И в Швеции большое разнообразие собственников, и только примерно пятой частью лесов владеет государство или государственные компании. Плюс популярности этой модели добавляют ее простота и очень хорошая изученность, буквально вдоль и поперек. Как говорят сами шведские лесоводы, мы настолько хорошо знаем, как эффективно выращивать лес по интенсивной модели в местных условиях, что, конечно, несмотря на объективные недостатки и риски, эта модель всегда будет находить свое место в наших лесах. И действительно, знаний в лесном хозяйстве в Швеции накопилось очень много, а в получение этих знаний вложено огромное количество ресурсов. Для разных региональных и локальных условий здесь часто есть свои рекомендации и накоплен большой практический опыт. В общих чертах мы на него и посмотрим. А перед тем, как мы отправимся в лес, напомню про возможности работы над новыми видео. Создание таких материалов – это трудозатратный и дорогой процесс, и сейчас многое делается на энтузиазме. Поэтому, если вы захотите помочь покрыть расходы на создание этого фильма или поддержать будущие выпуски, ссылка для пожертвований, как обычно, будет в описании под видео и в первом прикрепленном комментарии. А если вы уже поддерживаете этот канал финансово, огромное вам спасибо. Теперь давайте смотреть на лес. Что ж, добро пожаловать в типичный еловый лес в Южной Швеции. В нем ведется хозяйство. Вы это можете видеть по наличию пней и также по распределению деревьев и их диаметров.
Но зачем мы делаем столько работы? Задействуем огромное количество человек и часов в лесу. Все для того, чтобы быть лучше природы. И говоря это, я имею в виду получать больше благ и лучшего качества, чем нам дала бы природа. Если бы природа давала нам все, что мы хотим, мы могли бы продолжать быть охотниками и собирателями. Но возьмите в пример сельское хозяйство. Было бы невозможно накормить наше население без совершения множества действий, которые мы называем сельским хозяйством. И в лесу та же история. В Швеции поначалу люди в лесу просто охотились, добывали мясо, получали древесину для обогрева и защиту. Но с ростом потребностей лесами начали управлять. Чтобы увеличить их производительность, где-то, может быть, чтобы улучшить возможности для охоты, получать больше древесины для отопления, таких диаметров, которые более удобны в использовании. Здесь, в Швеции, мы хозяйствовали в лесах в течение сотен лет. Сначала для получения большего объема топливной древесины, затем для получения древесного угля, дальше для лесопильной промышленности. А на протяжении последних 100 лет очень важным было также получение балансовой древесины для изготовления бумаги. И эта продукция, получаемая из леса, дала начало шведскому благосостоянию. Так что леса для нас в Швеции являются и являлись очень важными. Конечно, в сравнении с Южной Европой, Южной Америкой и Азией у нас не самые лучшие условия для роста растений. Средний прирост запаса древесины на конкретных участках в Южной Швеции может достигать 10 кубометров на гектар в год. Тот же эвкалипт в Бразилии может прирастать 5 раз быстрее или даже больше. Но у нас очень эффективные лесоводство и технические приемы, которые вместе работают на обеспечение прибыльности лесного хозяйства. И на то, чтобы результат, древесина, получаемая из леса, была востребована лесной промышленностью. Но цели лесовладельцев и цели Швеции в целом отличаются. Отличаются они существенно. И когда я говорю о стремлении быть лучше природы, я подразумеваю большое разнообразие целей. Иногда это так называемые экосистемные услуги. Это может быть защита от сильных ветров, это может быть защита почв, чтобы снизить риск эрозионных процессов. Это могут быть лучшие возможности для охоты. Для частных лесовладельцев это может быть лес, приятный для прогулок, для красивого вида усадьбы, в которой семья жила на протяжении долгого времени. Для городов и деревень это могут быть леса, привлекательные для рекреации, для сбора грибов и так далее. Но очень часто важной целью является производство древесины и экономическая выгода. Конечно, все эти цели могут совмещаться. Вы не обязаны работать лишь на одну цель. Вы можете стремиться получить финансовую выгоду и в то же время иметь возможности для охоты, одновременно защищать почву и так далее. Хозяйствуя в лесу, а в этом лесу ведется интенсивное хозяйство, мы можем улучшить результаты. И в данном случае это были как бревна небольших размеров для целлюлозы, так и более крупные для лесопильной промышленности. И одновременно этот лес остается приятным для прогулок и рекреации. Последние 100 лет частью главной цели лесного хозяйства в Швеции было производство балансовой древесины, балансов, для целлюлозно-бумажной промышленности. И это в первую очередь бревна более мелких размеров, которые используются для производства целлюлозы, а затем бумаги. И, конечно, это оказывает влияние на само хозяйство и рубки ухода. Благодаря целлюлозно-бумажной промышленности рубки ухода в Швеции прибыльны, и это очень-очень важно. Вы действительно получаете от них небольшой доход. Но при этом рубки ухода — это еще и инвестиция в выращивание более крупных деревьев, таких, которые подходят для использования лесопильной промышленности. И это, конечно, важно для лесовладельцев, так как за пиловочник они получают больше денег, чем за баланс. И пиловочник должен быть определенных размеров. Не слишком мелкий, такая древесина нужна для целлюлозы, не слишком крупный, иначе тогда будут проблемы с его транспортировкой и в использовании лесопильной промышленностью.
Лесопильная промышленность в Швеции использует ассортименты диаметром от 10 сантиметров до где-то 35-40 сантиметров. И чтобы получить такие размеры, нам нужен оборот рубки в Южной Швеции где-то 60, 70, 80 лет. На не очень продуктивных участках в Северной Швеции 80, 90, 100 лет. Для других пород могут быть другие обороты рубки. То есть это зависит от породы, но также это зависит от использования самой древесины. Самое важное для собственника леса в достижении его цели — это выбор породы деревьев. И очевидно, что здесь он выбрал ель. И это может быть неплохим выбором на таком довольно плодородном участке. Решение о количестве сеянцев на гектар зависит от идей лесовладельца и от плодородия участка. А также в лесном законе Швеции говорится, что у вас должно быть определенное число сеянцев на гектар. И что участок, лесная земля, должен использоваться для производства древесины, а не только зарастать травой. На не очень плодородных участках разрешено снижать густоту до 1500 сеянцев на гектар. А на очень плодородных участках вам понадобится до 2500 сеянцев, чтобы соответствовать требованиям лесного закона. Здесь немного больше, чем 2 на 2 метра. Это где-то от 2 до 2500 сеянцев на гектар. Типично. Но очень часто вы также получаете естественное возобновление разных пород. Наиболее обычно естественное возобновление березы, которое будет конкурировать с этими елями. Или даст возможность лесовладельцу сформировать смешанное насаждение. Но это, разумеется, зависит от его идей и целей. Здесь посаженная ель, кажется, прижилась и растет очень хорошо. Но тут еще естественно возобновившиеся береза и сосна. И у лесовладельца здесь есть возможность выбрать, какую породу он предпочитает. Потому что все три не смогут вырасти и стать большими и ценными деревьями, когда они расположены настолько близко друг к другу. Сейчас мы смотрим на успешные лесные культуры ели, растущие довольно хорошо. Начало хорошее. Но в то же время мы можем видеть, что тут еще и успешное естественное возобновление березы, и они уже конкурируют. И в течение всего нескольких лет собственник леса должен сюда прийти и провести осветление. Удалить эти березы, если еловый лес — это главная идея, главная цель этого лесовладельца. Сейчас я иду сквозь еловую плантацию с обильным естественным возобновлением березы, которая создает огромную конкуренцию деревьям ели. Уже сейчас очевидно, что эти ели страдают от охлёстывания. На этой вершине совсем не осталось хвоинок. И скоро быстрорастущая береза перерастет эту ель и будет очень сильно замедлять ее рост. Конечно, есть еще возможность сформировать смешанное насаждение. Но так как когда-то собственник посадил ель, я полагаю, что его намерение было получить здесь еловый лес. И тогда осветление, предкоммерческая рубка берез, необходимо, чтобы достигнуть этой цели. Перед тем, как отправиться в молодой лес, где такую рубку успешно провели, мы посмотрим на пару других участков, где рубку ухода в молодняках вовремя не сделали. Обсудим, к чему это часто приводит и какие есть варианты у собственника леса, что он может или не может сделать с учетом текущего положения дел. В данном случае посаженные ели испытывают большую конкуренцию со стороны берез. И сейчас уже немного поздновато. Рубка ухода в молодняке должна была быть сделана до того, как конкуренция стала настолько сильной. Обычно это когда высота ели примерно от 1,5 до 4 метров, в зависимости от высоты и количества берез. Мы видим, что эти березы подавляют рост елей и также оставляют повреждения, охлёстывая и обдирая еловые вершины.
Но все равно у нас здесь много здоровых деревьев ели, которые начнут расти, если мы им поможем и предоставим им пространство, убрав многие из этих естественно возобновившихся берез. Предкоммерческая рубка ухода, или же осветление, это очень хороший инструмент для лесовладельца, чтобы сформировать или создать лес, который для него хорош. Конечно, природа не нуждается в предкоммерческих рубках или в коммерческих разреживаниях. Природа управляла лесами на протяжении сотен и сотен лет. Но если мы хотим достигать наших целей, то предкоммерческая рубка — это мощный инструмент. Здесь ничего не делали. Тут ель посажена. И также тут есть немного естественного возобновления ели, немного естественного возобновления сосны и обильное естественное возобновление березы. И вот эта большая густота приводит к сильной конкуренции. И многие из этих деревьев просто останутся маленькими и погибнут в результате конкуренции. Если лесовладельцы хотят достичь размеров, которые экономически оправданы для балансовой древесины и пиловочника, предкоммерческая рубка должна была быть проведена здесь 10, может быть, 15 лет назад. Так как невозможно вернуться назад во времени, машину времени еще не изобрели, порой у нас возникают такие вот ситуации. И что же тогда делать? Единовременно снизить густоту — это будет хорошо для целевых деревьев в будущем, но это финансово затратное мероприятие. Подождать несколько лет — это может дать несколько большие размеры бревен, но и затраты на мероприятие также могут значительно возрасти, если проводить его позже. И тут нет хорошего ответа на вопрос, что делать. Так что мой совет, который может прозвучать немного глупо, просто не попадайте в такую ситуацию. Делайте рубки ухода в молодняках вовремя. Но поскольку тут опоздали с рубкой ухода, какой, на ваш взгляд, был бы лучший сценарий здесь? Как мы должны действовать, чтобы получить лучший результат? Что значит «лучше» зависит от ваших целей. Когда я говорил до этого, я подразумевал лесовладельцев, которые нацелены на производство в первую очередь еловой древесины. Да, здесь опоздали, но еще не слишком поздно. Ели здесь все еще здоровые, и мы можем помочь им, проведя мероприятие сейчас. Но в течение нескольких лет они окончательно уйдут под полог берез. Хотя, конечно, лесовладелец может руководствоваться другими целями. Это может быть создание прекрасного места обитания для птиц, или поддержка биоразнообразия. Или это могут быть какие-то культурные памятные объекты, которые нужно открыть, показать и сохранить. Так что вы должны сфокусироваться на ваших целях и затем применять инструменты, мотокустарез и предкоммерческую рубку ухода, чтобы этих целей достичь. То есть вы полагаете, вполне вероятно, лесовладелец может решить, что он хочет выращивать тут березу вместо ели? Несмотря на то, что исходно он посадил тут ель? Абсолютно, так и есть. Когда он видит результат, ух ты, на этом участке очень здорово растет береза, и у меня выросло много берез. Почему бы вместо этого не выращивать березу? Это для лесовладельцев, которые считают, что в березе есть ценность, природная ценность или экономическая. И также в молодняке такого плана есть возможность сформировать смешанное насаждение. У смешанных насаждений есть много достоинств. И здесь у вас есть очень хорошая возможность для очень красивого смешанного насаждения из березы и ели в будущем. Так что еловый лес с примесью березы в окнах, более-менее чистый березняк с небольшой примесью ели в окнах, если она есть, или же красивое смешанное насаждение из этих двух пород. Но тогда, вероятно, это будет двухъярусное насаждение. То есть ель продолжит расти медленнее, чем береза, так что она все равно будет долго оставаться во втором ярусе. Или нет? Что скажете? Да, это выглядит как очень хороший участок для березы. Она растет быстрее. И обычно она также растет быстрее, чем ель в первые годы. Поэтому есть разница в высоте. Но начиная с этого момента, после предкоммерческой рубки ухода, эта разница в скорости роста будет все меньше и меньше. И я бы предположил, что через 10 лет ель и береза будут одной высоты. И затем еще лет через 10 проблема будет противоположная. Проблемой будет предоставить достаточно пространства для березы, когда ель растет настолько быстро.
Можно сказать, что береза — это такой спринтер. Она стартует очень быстро, в то время как ель — это марафонец, который постепенно догоняет уставшего спринтера и обходит его. Мы можем наблюдать, что некоторые ели, которые здесь растут в группах, и довольно густых группах. И я хочу спросить, разумно ли будет их также немного разрядить, так чтобы в будущем у каждого дерева было больше пространства для роста? Абсолютно. В данном случае я бы оставил несколько хороших берез и большинство этих елей. Но удалил бы некоторые из них, как раз как вы предлагаете, чтобы предоставить больше пространства, может быть, 2-3 тысячам елей на гектар. Оставив вон ту и вот эту, и удалив остальные лиственные, чтобы также дать елям больше пространства и уменьшить конкуренцию. И на этом моменте я хочу еще раз подчеркнуть, как воспринимаются здесь рубки ухода в молодняках. Нет жесткого правила, что первая такая рубка должна быть исключительно по логике осветления, то есть удаления нежелательных пород. Она вполне может сочетать в себе и цель удалить лишнее, и разрядить целевые породы для более равномерного распределения по площади и создания им пространства для роста. Это позволяет оптимизировать количество предкоммерческих рубок и эффективно справляться даже со сложными случаями. Но чаще рубки ухода в молодняках здесь делаются вовремя, и там ситуация гораздо проще. Посмотрим на более классический пример осветления. Это искусственно созданное насаждение. И тут посадили ель с целью использовать продуктивность этого участка для производства древесины и лесоматериалов. И на участке, как здесь, должно быть как минимум 1500 сеянцев на гектар. А посажено здесь было где-то 2-2,5 тысячи сеянцев ели на гектар. Это хорошее количество. Оно задействует продуктивность участка, и это не настолько много деревьев, чтобы привести к очень ранней конкуренции. Но конкуренцию им здесь создавали лиственные. Вы можете видеть здесь эти березы. И березы были выпилены при предкоммерческой рубке ухода. Лесовладелец решил, что он хочет выращивать еловый лес на этом участке. И после рубки ухода появляется много вегетативного возобновления и поросли от исходных березовых пней. В данном случае еще оси подавляют рост этих берез. Но когда ель такого возраста и растет настолько быстро, новое поколение березы — это больше не проблема. Ель легко их обгонит. Это хороший пример хорошей рубки ухода в молодняке. Сделана она была мотокусторезом, и теперь это будет стопроцентное еловое насаждение в будущем. Между елями конкуренция не будет настолько сильной, чтобы здесь еще пришлось что-то делать с этого момента и вплоть до первой коммерческой рубки ухода, от которой вы уже сможете получить доход. В общем, предкоммерческая рубка здесь была проведена в основном лишь для удаления естественного возобновления березы. Здесь есть некоторые ели низкого качества. Но вот такая ель, как здесь, не влияет ни на какие другие ели вокруг. Так что она была оставлена. Может быть, стоило убрать дерево с такой вот двувершинностью, но оно пойдет на балансе при первой коммерческой рубке ухода. И, вероятнее всего, деревья низкого качества или деревья с повреждениями будут убраны при этом коммерческом разреживании. В этом насаждении у нас есть еще естественное возобновление сосны. И это очень здорово, иметь смесь сосны и ели. Но сосну очень любят лоси, или даже слишком сильно ее любят. Так что она тут или не выживет, или будет уродливым деревом из-за сильного объедания лосями. Но еще мы можем видеть, что некоторые березы среди елей они все-таки оставили. Почему они это сделали, если цель — иметь здесь продуктивный ельник? Цель не только получение еловой древесины.
В чистом еловом насаждении много хорошего. И в первую очередь оно производит много древесины. Но в лесу есть и другие ценности. Он может быть просто красивее с несколькими березами. Может быть больше пространства для животных. Это также может распределять риски. Если для ели рынок неблагоприятный, то, может быть, рынок для березы будет более прибыльным. Так что интерес к смешанным насаждениям растет. Смешанным насаждениям из ели и березы. Здесь, вдобавок к посаженной еле, вы получаете березу самосевом без каких-либо финансовых затрат. И с помощью предкоммерческих рубок ухода вы можете создать смешанное насаждение из березы и ели, которое будет иметь много достоинств. Конечно, в нем будет сложнее вести хозяйство в будущем. Сегодня нет большой конкуренции или вообще нет конкуренции между березой и елью. Но уже через несколько лет обе породы будут нуждаться в большем пространстве, особенно светолюбивая береза. Но смешанное насаждение намного приятнее со многих точек зрения. В России распространено представление, и многие люди также знают со школы, что береза — нянька ели, что береза может создавать защитный полог для ели в течение многих лет, и что ель может извлекать из этого пользу. Вы могли бы рассказать, насколько это значимо в Швеции и широко ли используется в лесном хозяйстве? Да, порой мы используем такое же высказывание. Мы говорим, что береза — мать ели. Это очень странно. Нянька лучше. Да. На таком участке нам особо не нужен защитный полог. Но для участков, где у нас есть проблемы с заморозками, более ровных участков, это распространенный метод. Просто использовать березу в качестве такого полога. Естественно, возобновившуюся березу, в основном вместе с елью. И интерес к этому постоянно растет. У этого есть пара хороших причин. У вас увеличивается выживаемость ели даже в условиях частых заморозков, и вы получаете ранний доход от рубки березы, если вы можете ее продать как дровяную древесину. Или также позднее вы сможете создать смешанное насаждение из ели и березы, если у вас такое видение идеального леса в будущем. Но когда вы говорите о раннем доходе от рубки березы, вы, наверное, подразумеваете определенный период времени, когда лучше всего их удалить. Потому что если оставить их на долгое время, то это может негативно сказаться на скорости роста ели. Как это в Швеции, по вашему мнению или по мнению шведских лесоводов, когда наилучшее время, чтобы избавиться здесь от березы и получить этот ранний доход, так, чтобы это не нарушало развитие елового насаждения? Сложно сказать, какое наилучшее время. Оно вариирует от лесовладельца к лесовладельцу и от участка к участку. Насколько быстро растут деревья и насколько густые насаждения. Но у нас есть общая рекомендация, что когда вы применяете эту систему защитного полога, березу вместе с елью, когда у вас березы высотой пару метров и уже действительно могут создать хороший полог для ели, тогда вы снижаете густоту примерно до 3000 берез на гектар. И это значит, что у вас расстояние между ними около 1,8 метра. То есть должно быть примерно вот такое расстояние между березами. И вы удаляете березы в 2 приема. Вы должны приходить в лес и смотреть, как реагируют ели. Если они все еще повреждаются заморозками, то тогда, конечно, вы сохраняете полог. Если вы видите, что они растут хорошо, у вас также есть возможность оставить полог. Но если вы видите, что они начинают испытывать конкуренцию, вам нужно немного их приоткрыть. И окончательно вы убираете полог, когда он обычно высотой около 10 или 12 метров. Но в данном случае мне проще подождать немного, потому что тогда у меня будет больше березы, у меня будет больше дохода, больше топливной древесины. Но тогда сомкнутый полог уже может навредить ели. Особенно с учетом того, что к тому времени ель уже поднимется в кроны берез и может получить много повреждений. Так что очень сложно тут дать общую рекомендацию. Из серии «такое-то количество стволов, такой-то высоты», потому что природа варьирует. И некоторые люди считают, что эта система очень хорошая, некоторые считают ее проблематичной. Вам придется приходить в лес время от времени, может быть, раз каждые 2 года, и смотреть, как развивается береза и как развивается ель, и тогда уже принимать решение.
То есть, если вы не бываете в лесу, то вы можете легко опоздать и потерять природу. Да, так и есть. Но, конечно, ель не единственная ценная хвойная порода, которая популярна в Швеции. Что бы произошло, если бы сосна оказалась в такой же ситуации, как ель здесь? Для сосны это будет гораздо большей проблемой. Ель — это теневыносливая порода, а сосна — светолюбивая порода. Сосна не способна выжить под густым пологом. Береза, как светолюбивая порода, растет быстрее в самом начале. И она очень хорошо подходит для создания защитного полога. Но она создает очень сильное затенение даже для ели, а для сосны оно будет слишком сильным. Но защитный полог очень хорош для применения в разных ситуациях. Но вам придется подбирать породу деревьев, которую вы используете для защитного полога, и густоту этого полога под конкретную ситуацию, чтобы помочь молодым и более маленьким деревьям. Вам нужно ориентироваться на свою идею, зачем вам нужен полог. Что ж, самое время перейти к следующему этапу выращивания ельников. Предположим, что предкоммерческая рубка в нашем ельнике сделана вовремя, как на предыдущем участке, и ель получила абсолютное преимущество для роста и развития. Что обычно происходит дальше при интенсивном лесном хозяйстве? Это искусственно созданное насаждение. И после предкоммерческой рубки ухода, при которой почти все березы были убраны и оставлена густота около 2000 елей на гектар, ситуация выглядит так. Мы видим посаженные ряды, почти все сеянцы, которые были посажены, выжили, но теперь сомкнутость становится все больше и больше. И сейчас самое время что-то с этим делать. Преобладающая высота сейчас, я полагаю, где-то 10 или 11 метров. И это очень типичное время или стадия, когда мы в Швеции начинаем думать о первом коммерческом разреживании. Конечно, леса могут самоуправляться без каких-либо разреживаний. Это лесовладелец, тот, кто нуждается в каких-то действиях, чтобы приблизиться к своим целям, какими бы они ни были. А в чистом еловом древостое, как здесь, большинство лесовладельцев думают о производстве древесины и будущем доходе. И как и предкоммерческая рубка была инструментом для создания прекрасного насаждения в будущем, коммерческая рубка ухода — это еще один инструмент для формирования хорошего насаждения в будущем. Большая разница между предкоммерческой рубкой ухода и коммерческой в том, что теперь здесь возможно извлечь доход. Но лесовладельцы не должны думать лишь о доходе. Они должны понимать, что это мероприятие — это инвестиция для получения более ценного насаждения в будущем. Но почему именно эта высота? Почему 10 метров? Ну, с такой густотой посадки, как у нас, мы знаем, что сомкнутость сейчас достаточно велика, чтобы привести к конкуренции между деревьями. Рост будет замедляться, если вы не проведете никакой рубки ухода. И также при таких размерах и высоте деревьев уже возможно получить доход. В Швеции мы можем продать всю древесину как балансовую. И также тут есть несколько деревьев, которые достаточно велики для лесопильных предприятий, а они заплатят немного больше, чем за балансы. Итак, когда мы говорим о коммерческих разреживаниях, мы подразумеваем 4 причины для их проведения. Первое — это продвижение перспективных деревьев. Деревьев, которые имеют большие шансы стать пиломатериалами в будущем. И удаление деревьев поменьше, которые угнетены и с большой вероятностью не будут расти очень быстро. Это своего рода инвестиция в будущее. Также это снижение густоты, чтобы уменьшить естественный отпад. Когда сомкнутость становится все больше и больше, некоторые деревья будут отмирать в борьбе за питательные вещества, воду и свет. Тут есть некоторые деревья, которые почти отмирают. И это отпад в результате конкуренции, который возрастает с ростом сомкнутости. Третье — это удаление деревьев, которые могут иметь какие-то болезни, способные распространиться на другие деревья. Это не очень существенная вещь, но для некоторых пород она может быть очень важной. А также, чтобы сделать насаждение более устойчивым к сильным ветрам и повреждению снегом.
И четвертая причина — это возможность получить доход, ранний доход, доход сейчас, а не спустя десятилетия. Что касается сроков этого первого мероприятия, для ели не так критично проводить его в правильное время. Точнее, как такового правильного времени нет. Сейчас высота близка к 11 метрам, и вы можете провести его сейчас. Но так как это теневыносливая порода, вы можете подождать где-то пару лет. Тогда высота будет уже 12, 13, может быть 14 метров. Конечно, вы принимаете риск отпада, но он не столь велик для таких теневыносливых пород, как ель. При раннем разреживании плюс в том, что вы раньше предоставляете все питательные вещества и свет, и воду тем деревьям, которые вы выбрали. И они быстрее увеличатся в размерах. И еще, если вы проведете его рано, то риск повреждения ветром после разреживания ниже, чем если вы проведете его, когда деревья на пару метров выше. Но промедление с рубкой, пока лес не достиг высоты 12, 13, 14 метров, это обычная практика. И это потому, что тогда деревья, которые вы рубите, уже немного крупнее, и будет больший общий объем древесины, который вы сможете продать. И пропорция пиловочника, вероятнее всего, будет немного больше. Так что, с одной стороны, проводя мероприятие раньше, вы быстрее получаете более крупные деревья, либо вы проводите его позднее с большей выгодой, но получаете более высокие риски повреждения ветром. Но некоторые насаждения более густые, а некоторые менее. Есть ли другие критерии, на которые мы можем смотреть? Да, мы можем смотреть на крону. Насколько велика зеленая живая часть и какова доля с отмершими ветками. Если зеленая крона занимает очень маленькую долю ствола, то, конечно, потребуется больше времени, пока деревья используют новое пространство, свет и питательные вещества и возможности для роста. Если мы видим, что некоторые деревья отмирают из-за конкуренции, это также типичный признак, или, я бы даже сказал, предупреждающий сигнал, что густота велика, и мы должны разрядить насаждение. Но крону может быть сложно разглядеть, и отпад может быть сложным признаком. Вам придется пройти и осмотреть довольно большую часть вашего насаждения. В общем, есть разные руководящие принципы. Здесь у меня густота, количество деревьев на гектар. Когда насаждение молодое, у нас может быть много деревьев, так как они маленькие, и всем им хватает питательных веществ и света. Когда насаждение старое, количество деревьев у нас гораздо меньше. Здесь две линии, и это рекомендация. Мы должны стремиться оставлять густоту, количество деревьев, в пределах этого поля, между этими линиями. Это просто общий набросок. У разных лесовладельцев и компаний разные идеи. Но в общем и целом существенной разницы между ними нет. Если у нас совсем нет деревьев, то, конечно же, у нас и нулевая производительность. Поэтому эта линия здесь немного приподнята, чтобы у насаждения была производительность. И с увеличением густоты общая производительность возрастает. Но если у нас очень большая густота, то большая доля производительности будет приходиться на очень маленькие деревья, и будет высокий риск отпада. У нас не может быть слишком много деревьев, так как тогда многие из них отомрут. Если мы подвинем эту кривую дальше вниз, мы получим меньшую производительность в целом, но отдельные деревья будут более крупными. Так что это выбор между общей производительностью, приростом по диаметру отдельных деревьев, риском естественного отпада, и еще немного экономикой, риском повреждения ветром и другими вещами, которые представлены в такого рода графиках. Это число деревьев на гектар. В Швеции мы считаем, что полнота — это лучший параметр для отражения густоты. И у нас есть руководство по рубкам ухода, которые выглядят вот так. Красное поле здесь — это рекомендация густоты, полноты до рубки. А зеленое или серое поле здесь — это рекомендация густоты после рубки ухода. Когда насаждение растет параллельно этим красным линиям и достигает красного поля, вам рекомендуется разрядить его до серого поля. И оно должно продолжить расти вот так.
И это дает собственнику свободу в том, как разреживать насаждение. Кто-то, возможно, сделал бы совсем слабоинтенсивную рубку и сделал бы вот так. Кто-то, возможно, убрал бы много за один прием и сделал рубку вот так. Но я должен подчеркнуть, что это рекомендация. Это суждение между всеми этими вещами. Общий прирост по запасу, прирост отдельных деревьев по диаметру, риск повреждений и также экономический аспект. Не делать слишком много, слишком слабых разреживаний, которые окажутся слишком затратными. И у разных компаний, разных лесовладельцев разные формы этих кривых. И если посмотреть ретроспективно, то также видна разница, которая показывает, что идеи рубок ухода, разреживаний, механизация, использование древесины изменились, и это оказало влияние на лесоуправление и рекомендации лесоуправления в Швеции. Но это не связано с лесным законодательством. Я еще раз подчеркну, что это рекомендация или позитивная практика управления еловыми лесами. Итак, это искусственно созданное насаждение. Около 2000 елей на гектар. И при коммерческой рубке ухода мы убираем, может быть, 40-50% от общего числа стволов. Может быть, с 2000 стволов снижаем до 1200-1300 стволов на гектар. И я говорю о рубке по низовому методу. Это значит, что мы в основном удаляем деревья меньшего размера. Так что мы убираем, может быть, 30-40% корневого запаса. Но гораздо большую пропорцию, если судить по количеству деревьев. Обычно мы убираем деревья, которые маленькие, которые не демонстрируют хорошего роста. Дерево, как вот это, мы, скорее всего, не будем рубить совсем, потому что это затратно. Это не даст никакого дохода и не окажет никакого влияния на окружающие ели. Оно медленно отомрет само. Здесь у нас более густая группа деревьев, и нам нужно высвободить эту группу. Мы смотрим наверх, в кроны, и отмечаем, есть ли тут повреждения. У нас есть двувершинность на том стволе, и это плохо. Он мог бы быть пиломатериалом вплоть до этого раздвоения. Но есть риск, что этот ствол сломается или заразится болезнями в месте раздвоения. Так что это приоритет номер один — убрать вот это дерево. Так, это тоже дефект. Мы его называем пасынком. Возможно, когда-то сломалась вершина, и другая ветка заместила основной побег. Это как обычный сучок, но только намного более протяженный здесь внутри. И это оказывает негативный эффект на древесину. И мы стараемся удалять подобные деревья. Но их, конечно, довольно сложно увидеть, если вы не стоите рядом с ними и внимательно не всматриваетесь. В общем и целом, качество довольно хорошее в этом насаждении, но есть некоторые повреждения. И самое главное, чтобы у деревьев не было кривизны, они должны быть прямыми. И здесь вы видите искривление, которое может повлиять на возможность продать этот ствол на пиломатериалы. Это на самом деле не очень сильное искривление, так что когда дерево будет большим, оно будет скрыто внутри ствола. Но искривленное дерево — это то, что вы стараетесь удалить, так же, как и двувершинные деревья и деревья с другими дефектами. И затем мы смотрим на распределение деревьев по площади, где мы должны продолжить рубить деревья. Отбор в рубку предполагает две довольно разные вещи. Одна — это сами деревья, качество стволов, скорость роста деревьев, и другая — это их распределение по площади. И часто сложно совместить эти две вещи. Может быть много хорошо выглядящих деревьев, которые расположены близко друг к другу в одной части насаждения, и мы не можем оставить их все. В другой части — деревья с дефектами древесины, и мы не можем их все убрать, потому что тогда тут будет открытый участок. Так что это всегда сочетание равномерного распределения по площади и качества деревьев. Итак, предкоммерческие и коммерческие рубки ухода — это инструменты лесовладельца для создания лесов и продукции, которых он желает, в зависимости от его целей.
Но важно использовать этот инструмент по-разному для разных видов деревьев. И мы используем его немного по-разному для теневыносливой ели и вот как здесь для светолюбивой березы. Общие идеи одни и те же. Выбрать деревья, которые, на наш взгляд, имеют хорошие характеристики и, может быть, станут лесоматериалами, если в этом наша идея и цель. И уменьшить конкуренцию для этих выбранных деревьев. В то же время получить доход и убрать плохие деревья и уменьшить риск повреждений. В случае с березой и другими светолюбивыми породами, сосна, дуб и лиственница, более важно проводить разреживание вовремя. И обычно это означает, что вы его проводите раньше, чем в теневыносливых породах, до того, как конкуренция уже очень сильная для развития крон, чтобы сохранить кроны большими и здоровыми. И целевая густота в лесах из светолюбивых пород ниже, так как каждое отдельное дерево нуждается в гораздо большем количестве света. Это насаждение было недавно разрежено, и эти довольно небольшие кроны имеют прекрасную возможность разрастись и обеспечить хороший прирост березам. За моей спиной вы можете видеть, что у берез тут довольно хорошее качество. Они прямые, а искривленные деревья и деревья с другими дефектами были убраны при этом первом коммерческом мероприятии. Надеюсь, для собственника леса оно было прибыльным. Но это еще и инвестиция в будущее для увеличения ценности этого насаждения. И в наших условиях пиломатериалы — это то, что имеет наибольшую ценность. Но у нас также есть рынок для балансовой древесины, а для очень маленьких размеров — топливной древесины. Как много вам нужно удалить? Здесь густота немного повыше. И хорошая новость в том, что тогда здесь будет немного более высокая общая продуктивность. Потому что при рубках ухода, когда вы убираете дерево, понадобится какое-то время, пока деревья вокруг воспользуются освободившимся пространством и питательными веществами, водой и светом и восстановятся до полной продуктивности. Если вы не разреживаете очень сильно, то вам придется сюда вернуться. Это может быть и хорошо, потому что вы получите доход более одного раза. И у вас также будет возможность изменить свой выбор деревьев при повторной рубке, если обнаружится повреждение. За моей спиной более сильное разреживание. Здесь оставлено меньше деревьев. Это значит, что мы теряем немного в приросте по объему, до того, как корневые системы задействуют все почвенное пространство. Но мы быстрее получим большие диаметры, и необходимость в следующей рубке ухода будет не такой срочной. Может быть, вам и не придется разреживать более одного раза, если рубка проведена настолько интенсивно, как за моей спиной. Так что есть и плюсы, и минусы, как в интенсивном, так и в низкоинтенсивном разреживании. И в большой степени это управленческий вопрос. Лесовладелец должен понимать, что береза растет быстро, и ему придется возвращаться. И что проверка структуры и развития крон важна, особенно если после разреживания у вас остается довольно много стволов. Это насаждение разрежено дважды. Здесь большой запас растущей древесины. Деревья выглядят здоровыми, прямыми и с довольно большими диаметрами. Конечно, должна быть возможность разрядить его еще раз, но это увеличит риск повреждения ветром. Так что в данном случае финальная рубка будет где-то через 10-15 лет. И это будет очень высокодоходное насаждение для собственника этого леса. Его усилия, чтобы получить большой запас древесины и в итоге хороший доход, увенчались успехом. Конечно, здесь все еще сохраняются риски повреждения ветром или насекомыми. Но в общем и целом, это очень ценное насаждение, которое принесет собственнику большой доход. Здесь исходно то же самое насаждение, но его не разреживали. После посадки примерно 2,5-3 тысяч сеянцев на гектар, такие лиственные, как береза, были убраны. И дальше ничего не делалось.
И это иллюстрирует достоинство коммерческих рубок ухода, что вы уменьшаете естественный отпад. Здесь возрастающий объем мертвых деревьев, которые не принесут доход собственнику леса. И этот отпад, связанный с сильной конкуренцией, в будущем только увеличится. Конечно, есть ценность в растущих деревьях, и лесовладелец получит доход, когда проведет здесь сплошную рубку. Но природа забирает много древесного запаса, и он просто лежит на земле. И доход в будущем окажется в этом насаждении меньше, чем в разреженных. Это хорошо иллюстрирует, что дело не только в рубках ухода в молодняках, но также и в снижении густоты в насаждениях, когда они становятся старше при помощи разреживаний. Чтобы получить древостой с большей ценностью и большими запасами древесины ко времени финальной рубки. Важная цель лесного хозяйства — это запас и доход. Но, конечно, есть и другие цели. Здесь, возможно, это увеличение количества мертвой древесины для биоразнообразия, насекомых и так далее. Но для людей это не очень приятное место для прогулок. То есть, с точки зрения рекреации, здесь очень низкая ценность. Так что существует много разных целей и идей в отношении лесов. Я полагаю, что большинство людей считают, что вот это гораздо более приятный лес для рекреации, для прогулок, для сбора грибов осенью и для укрытия от сильных ветров в зимнее время и так далее. Несколько слов об этом насаждении. Здесь примерно 400 растущих стволов на гектаре. Это довольно типично — иметь 300, 400, 500 стволов ко времени финальной рубки. Это довольно плодородный участок. Я полагаю, что к возрасту 80 лет он произведет около 800 кубометров на гектар. Где-то 200 кубов удалено при рубках ухода. Так что, надеюсь, тут будет около 600 кубометров на гектар при финальной рубке. Но это очень большие цифры. Обычно, в среднем для Швеции, они меньше. Особенно для других пород и на не таких продуктивных участках, как мы посетили сегодня. Самое время подвести краткий итог управления еловыми лесами на довольно плодородных почвах в Швеции. Мы говорили о сплошной лесосечной системе. И это система, которая показала себя очень хорошо у нас в Швеции. У нас есть возможность закладывать леса на многих участках. Но в Швеции мы не акцентируем много внимания на самой системе. Гораздо более важна цель и то, как ее достичь. И при этой системе вы можете оказывать влияние на лес с помощью разных инструментов. И в самом начале вы принимаете наиболее важные решения. Решение о том, какие породы вам нужно посадить или посеять, либо восстановить естественным способом. Конечно, это очень сильно влияет на насаждение в будущем. Если бы вместо ели мы посадили сосну или березу, это выглядело бы совсем иначе. И были бы совсем другие затраты на ведение хозяйства и другой доход для собственника в будущем. Наиболее типично сажать ель. И следующий шаг — это мероприятия по уходу. Мы обычно называем их предкоммерческие рубки ухода, но другое название — это осветление. Чаще всего это удаление малоценных деревьев, и в данном случае сохранение ели и удаление березы. Но поскольку мы понимаем, что и другие цели, услуги других хозяйственных систем тоже важны, смешанные леса из сосны и ели или ели и березы стали более важными. И у них есть свои плюсы и свои минусы. Обычно мы проводим одну предкоммерческую рубку ухода. Иногда у нас вообще нет необходимости проводить предкоммерческий уход. Все посаженные деревья получают хорошие стартовые условия и обгоняют березу. Иногда нам приходится делать два предкоммерческих ухода. И для пород, у которых нам очень важно качество древесины, таких как дуб и сосна, две предкоммерческие рубки ухода более типичны, чем для ели.
Следующий шаг наступает, когда насаждение достигает высоты 10, 12, 13, 14 метров. И это время для разреживания, коммерческой рубки ухода. Программы рубок ухода могут включать от 1 до 3, 4, 5 разреживаний, в зависимости от идей собственников, целей собственников и, конечно, древесных пород и продуктивности участка. И финальная рубка в большой степени зависит от идей лесовладельцев и экономики. Но обычно у нас обороты рубок составляют 60, 70, 80 лет для ели и 80-90 лет для сосны. Это для довольно плодородных участков в Южной Швеции. Есть лесное законодательство, где указан минимальный возраст для финальной рубки. И в этом насаждении разрешено рубить с возраста 50 лет. Сейчас здесь больше 50 лет, и очевидно, что оно еще продолжает расти очень хорошо. Так что лесной закон — это, так сказать, базовое регулирование, и оно дает лесовладельцам большую свободу. Законодательство вообще имеет большое значение для возможности организовать ту или иную систему лесовыращивания. Впрочем, как и инфраструктура на земле, наличие и плотность дорог, локальный спрос на древесину разного диаметра, разных пород и качества, а также структура собственности и другие условия. Это все те условия, которые, в отличие от знаний и практик, трудно копируются. Поэтому применение даже успешного лесоводственного опыта в отличающихся условиях может иметь другой результат. Но это отдельная объемная тема, и здесь мы в нее погружаться не будем. Мы с вами бегло посмотрели на почти полный цикл интенсивного выращивания ельников в Южной Швеции. Спасибо, что досмотрели до этого момента. Пишите ваши комментарии и вопросы под видео. Обсудим. А в следующий раз принесу вам что-нибудь из наших лесов. У нас тоже много любопытного. Кстати, еще раз напомню, что поддержать создание новых материалов можно по ссылке в описании и в первом комментарии под видео на лесном канале. Такая поддержка очень важна для работы над новыми выпусками и вообще для продолжения работы канала. До встречи!